Всем привет! Продолжаем вязать верблюда. Начинаем с уха. В кольцо набираем 6 столбиков. Я уже набрала. Стягиваем кольцо. Следующий ряд столбик и прибавка повторим 3 раза. Во втором ряду у нас 9 столбиков. Теперь можно зафиксировать ниточку. Есть за что зацепиться. Фиксируем. Дальше третий ряд. 2 столбика и прибавка повторяем 3 раза. В третьем ряду у нас 12 столбиков. И четвертый ряд у нас последний с прибавками. Вяжем 3 столбика и прибавка повторяем 3 раза. В четвертом ряду у нас получилось 15 столбиков. Теперь с 5 по 7 ряд провяжем без изменений 15 столбиков. Вот такой ухо у нас получается. Делаем соединительные столбики и отрезаем ниточку для пришивания. Отрезайте чуть побольше, так как мы будем еще складывать ухо и сшивать немножко. Следующая деталь – нос. Значит, оставляем хвостик в начале побольше, чтобы мы могли начало носа пришить. И набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка мы вяжем 1 столбик и разворачиваем вязание. Аккуратно, чтобы этот столбик не потерять. Дальше в этот столбик мы провяжем теперь 3 столбика. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. Дальше в начале вяжем прибавку, затем 1 столбик и в конце прибавка. Дальше делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. Опять вяжем в начале прибавку. Затем вяжем 3 столбика. И в конце прибавка. Это у нас 4-й ряд. Вот. И теперь 5-й, 6-й и 7-й ряд мы вяжем без изменений 7 столбиков, которые у нас получились в 4-м ряду. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем. И так мы провяжем 3 ряда без изменений. Вот и все. Вот такой носик у нас получается. Делаем воздушную петлю соединительную и отрезаем ниточку. Нам она не нужна в этой стороне, так как мы нос будем ввязывать, а кончик, вот этот вот, мы будем пришивать. Только эта часть тут у нас связывается. В общем, в процессе все увидите. Значит, дальше. Давайте еще из мелких деталей свяжем веки. Верхнее и нижнее. Значит, верхнее веко. Делаем, набираем 5 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка вяжем 2 столбика. Дальше по цепочке провяжем 2 столбика. 1, 2. И в конце цепочки в последнюю петлю вяжем 2 столбика. Воздушная петля, поворот. И также провяжем прибавку в начале. Дальше мы провяжем 4 столбика. И в последнюю петелечку мы вяжем прибавку. Последняя петелечка, она так немножечко ушла в бок. Вот провязываю в нее прибавку. Вот и все.
Делаем соединительный столбик и оставляем ниточку для пришивания. Не сильно длинный, но так, чтобы хватило. Вот это у нас верхнее веко. Вяжем таких 2 штуки. Теперь нижнее веко вяжется точно так же, только без второго ряда. Также набираем цепочку из 5 воздушных петель. Оставляйте кончики в начале так, чтобы их можно было вам потом спрятать. Сильно коротко не оставляйте. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую петлю вяжем от крючка 2 столбика. Затем по цепочке вяжем 2 столбика. И в последнюю петлю провяжем прибавку. 2 столбика, то есть последнюю петлю. Вот и все. Делаем соединительный столбик и ниточку также отрезаем для пришивания. Вот такое будет маленькое, тоненькое нижнее веко. Тоже вяжем 2 штуки. Веки для глаз 5 миллиметров. Оставляем немножко ниточки, чтобы удобно было ее спрятать. Набираем, значит, сейчас вяжем верхнее веко. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка провяжем 2 столбика. Дальше по цепочке 1 столбик и в последнюю петлю 2 столбика. Вот такое будет веко у нас верхнее. Отрезаем ниточку для пришивания, оставляем хвостик. Вот это у нас будет верхнее веко, а нижнее веко мы просто набираем цепочку, также оставив хвостик. Набираем цепочку из 4 воздушных петель, отрезаем ниточку и, вытянув ее, мы стягиваем 4-ю воздушную петлю, и у нас остаются целыми 3 воздушные петли. Вот эти 3 воздушные петли — это у нас нижнее веко. Вот такое веко и верхнее, и нижнее у нас для маленьких глаз. Вяжем голову. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка вяжем 2 столбика. Затем по цепочке 1 столбик. В последнюю петлю провязываем 3 столбика. Дальше с противоположной стороны 1 столбик по рисунку и 1 столбик в последний. Ну, в общем, с противоположной стороны, можно сказать, вяжем 2 столбика по цепочке. Значит, у нас в первом ряду 8 столбиков. Второй ряд. Параллельно можно ниточку эту прятать. Значит, вяжем 2 прибавки подряд. Затем 1 столбик. Дальше 3 прибавки подряд. 1 столбик и в последний прибавка. Значит, во втором ряду у нас 14 столбиков. Третий ряд. Столбик и прибавка повторяем 2 раза. Дальше 1 столбик. Затем столбик и прибавка повторяем 3 раза. 1 столбик и столбик и прибавка завершает наш ряд. В третьем ряду 20 столбиков. Четвертый ряд вяжем без изменений 20 столбиков. Дальше у нас
5 ряд вяжем 8 столбиков. Дальше делаем прибавку из 3 столбиков, то есть в один столбик мы провязываем 3 столбика. И дальше 11 столбиков у нас до конца ряда вяжем. В 5-м ряду у нас 22 столбика, 6-й ряд вяжем без изменений 22 столбика. Седьмой ряд вяжем 8 столбиков. Дальше вяжем прибавку 1 столбик и еще одна прибавка. И 11 столбиков довязываем до конца ряда. В 7-м ряду у нас получилось 24 столбика. 8-й и 9-й ряд вяжем без изменений. Дальше 10-й ряд. В этом ряду мы будем привязывать нос. Но для начала провяжем сначала 8 столбиков. Берем нос и привязываем 7 столбиками. Находим первый столбик. Вводим крючок. Сначала на носу, а потом на голове. И привязываем их. Так. И таким образом мы присоединяем нос. Три. И 9 столбиков у нас осталось. Довязываем до конца ряда. Давайте сразу привяжем, пришьем кончик носа, чтобы не мешала нам эта ниточка. Пришивать мы будем только вот кончик. Поэтому присоединяем в натяжку. Так, просто сделали пару стежочков за столбик, присоединили, вот и выводим сюда, здесь фиксируем внутри. Вот и все. Отрезаем лишнее. Продолжаем вязать дальше. 11 ряд мы провяжем без изменений 24 столбика. 12 ряд 2 столбика, прибавка, затем 17 столбиков, дальше прибавка, два столбика и в конце прибавка. В 12 ряду 27 столбиков. Теперь вяжем 13, 14 и 15 ряд без изменений. 16 ряд 8 столбиков, три прибавки подряд. Дальше вяжем 5 столбиков,
5. Дальше 3 прибавки подряд. И 8 столбиков у нас остается, довязываем до конца. В 16 ряду у нас 33 столбика, 17 ряд, 9 столбиков вяжем. Прибавка, 2 столбика, прибавка, дальше 7 столбиков, прибавка, 2 столбика, прибавка и 9 столбиков у нас осталось, довязываем до конца ряда. 18 ряд. Значит, в 17 ряду у нас 37 столбиков, 18 ряд, 3 столбика, 3 прибавка, дальше вяжем 6 столбиков, далее прибавка, 2 столбика, прибавка, 9 столбиков вяжем, затем прибавка, 2 столбика, прибавка, 5 столбиков, прибавка, 3 столбика и в конце прибавка. В 18 ряду у нас 44 столбика. Вот такая деталь получается. Это у нас для глаз мы сделали. Теперь с 19 по 21 ряд, 19, 20 и 21 ряд мы провяжем без изменений 44 столбика. 22 ряд, 11 столбиков. Дальше 3 убавки подряд за передней стеночки петли, 3 столбика, 3 прибавки подряд, дальше 3 столбика, 3 убавки подряд и 12 столбиков у нас осталось, довязываем до конца ряда. В ряду у нас 41 столбик. 23 ряд вяжем без изменений. 24 ряд вяжем 17 столбиков. Я провязала 17 столбиков. Дальше вяжем столбик и прибавка. Повторяем 3 раза. И 18 столбиков у нас до конца ряда довязываем. Значит, смотрите, если у вас глаза на безопасном креплении, мы можем ставить их сейчас. Находите 19 ряд, между 19 и 18 можете отчитать. Это у нас был 24 ряд. Вот отчитайте назад, найдите 19 и 18 и вставляйте между ними. Значит, находите прибавки. Вот у нас был ряд, где у нас было 3 прибавки подряд. Это у нас 16 ряд, да? 16 ряд, 3 прибавки подряд, затем идет 17 и 18. Вот 18 и 19 находите первую прибавку от начала ряда.
И вот над первой прибавкой вставляйте, если у вас глаза на безопасном креплении. Нашли тут. И здесь точно так же находите первую прибавку с этой стороны, в 19 ряду, 18 вернее ряду, и между 18 и 19 вставляете глаз над прибавкой. Если на клеевой основе, то мы их приклеим после. Теперь с 25 по 30 ряд мы провяжем без изменений 44 столбика, которые у нас получились в 24 ряду. Это у нас будет 6 рядов. 6 рядов вяжем без изменений. Так, можете начинать наполнять голову. Когда наполняете мордочку, здесь старайтесь ей тоже придавать вот такую форму, не округлую, а плоскую. Вот. И где у нас прибавки, там, чтобы выделялись эти места, где прибавки. Так, продолжаем вязать 31 ряд. 5 столбиков и убавка, повторяем 6 раз. И 2 столбика у нас остается, довязываем их до конца. 32 ряд, значит, в 31 ряду у нас 38 столбиков. 32 ряд вяжем 10 столбиков. Дальше столбик и убавка, повторяем 8 раз. И 4 столбика осталось, довязываем. В 32 ряду у нас 30 столбиков. 33 ряд, 3 столбика и убавка, повторяем 6 раз. Дальше, значит, осталось у нас 24 столбика. 34 ряд, 2 столбика и убавка, повторяем 6 раз, останется 18. 35 ряд, столбик и убавка, повторяем 6 раз, 12 столбиков остается. И последний ряд, 36, это 6 убавок подряд. Останется 6 столбиков и стягиваем их. Когда наполняете голову сзади, не старайтесь делать ее округлой, она должна быть более такой плоской. Вот, значит, и отрежьте нитку чуть побольше для тех, кто будет приклеивать глаза. У кого на клеевой основе, отрезайте чуть побольше нитку. У кого на безопасном креплении, отрезайте так, чтобы можно было просто спрятать, ну, стянуть 6 столбиков и спрятать. Итак, мы просто сейчас, как и любое отверстие, стянем, будем вводя иголку за полупетлю. Стянули и зафиксируем так, чтобы наш узелочек можно было спрятать. Подтягиваем, чтобы здесь ничего не торчало. Выпрямляем, поправляем. Вот. И за какую-нибудь нитку одну ниточку беремся и стягиваем. Делаем узелок. Затем выводим там, где у нас должны быть глаза. Вставляться будут глаза в примерном месте. Вот где я объясняла, да, где будут вставляться глаза. Мы выводим иголку сюда. Здесь мы ее зафиксируем, чтобы она не стянула голову, вот эту часть. Тут свободно все вернули на место. И здесь фиксируем также за ниточку. Вот. И немножко утянем, потому что выводим в эту сторону. Буквально чуть-чуть, потому что когда мы будем приклеивать глаза, они у нас не должны сильно, хотя у верблюда они смотрятся как бы вот торчат чуть-чуть, но они не улягутся как нам надо на клеевой когда основе, поэтому немножко мы просто стянем чуть-чуть, буквально немного.
Вот, я здесь немножко не там вывела. Вот. Исправлю чуть-чуть. Здесь вроде бы все нормально. Вот. Ниточка. Вот все. Сильно не надо. Буквально чуть-чуть. Все, зафиксируем ниточку и уберем ее. Вот примерно как-то так у нас с вами должно получиться те, кто будет приклеивать глаза. Те, кто вставил глаза, утягивать их не надо. Вставили и все. Там достаточно того, как сам крепеж притягивает нитки. Этого достаточно. Все, значит, голову мы с вами связали, ниточку отрезаем эту лишнюю. Мы можем сразу оформить голову, чтобы она у нас была готовая. Можем пришить ушки. Для начала нам надо их сшить. Так мы их сшиваем. Складываем пополам, чтобы нитка эта вышла с краю. Вот, затем к середине один край подводим и второй. И пришиваем их, просто чтобы именно такую форму держали уши, чтобы создать форму такую ушей перед тем, как их пришить. Вы можете в нескольких местах просто притянуть нитку, вернее, притянуть края ушей. Вот. Все достаточно. Вот, уши пришиваются у нас на уровне глаз. То есть верхняя часть уха примерно будет с верхней части глаза. Вот. Не выше. Ну, выше, может быть, и можно, но я как смотрела, у них на уровне где-то глаз, уши. И сзади, да, вот у нас почти ровная часть, примерно параллельно будет. Может, немножечко на ряд сюда вперед. Не сильно назад и не сильно вперед. Вот как-то так. Вот если вы смотрите вот с боковой части головы, вот ухо выглядит. И пришивается вот примерно ваш глаз, где будет располагаться. Может, чуть-чуть выше будет глаза. Вот. Либо середина уха. Середина уха будет на уровне глаза. Но никак не выше совсем и никак не ниже. Пришивайте уши. Итак, я уши пришила. И один глаз, на одном глазу пришила веки. Вот так вот будет выглядеть глаз. Пришиваем, значит, второй. Мы берем веко, которое у нас нижнее, и состоит из трех воздушных, из цепочки 3 воздушные петли, и прикладываем изнанкой кверху. То есть не лицевой стороной наверх, а к изнаночной. И приложив вот так к глазу, пришиваем сюда, здесь пришиваем и серединку. И больше ничего, чтобы не испортить цепочку, чтобы она осталась вот такой вот. Вот, вводим иголочку близко к глазу, выводим сюда, постараем, не прям сильно близко, но стараться как бы к глазу вывести иголку. Если на клеевой основе может немножко клей мешать, ну, в общем, постарайтесь вывести так. Вот ввели, повернули изнанкой кверху и за краешек схватившись, вводим обратно сюда же и здесь также посередине возле глаза. Натянули, взялись за одну долечку цепочки и сюда же обратно ввели. И я ниточку прячу сюда, где ухо, там не видно будет. Вот таким образом пришили мы нижнее веко. Эту ниточку мы просто также введем и спрячем.
Вот, фиксировать ее не обязательно, она, я думаю, не должна вылезти. Но вы можете подстраховаться, на всякий случай ее тоже зафиксировать. Вот я фиксирую здесь за ухом. Вот. Берем верхнее веко. Вот также, значит, изнанкой кверху. Значит, где мы провязали прибавки, они у нас ложатся, эта сторона ложится на глаза, а сама цепочка с этой стороны. Вот. И пришиваем. Значит, тоже располагаем так, чтобы, ну, я покажу сейчас на этом, будет удобнее, чтобы не мешали ниточки. Ложим на нижнее веко край этот и этот. Чтобы вот примерно, вот смотрите, да, вот как располагаться будут веки. И пришили этот край, а потом прошлись по цепочке. Тоже старайтесь ближе к глазу прикладывать, пришивать. Вокруг глаза пришить. Так получается. Вот, но смотрите, края немножечко, ну, подальше у вас должны получиться края. Не близко к глазу края, я вам не сказала, да, просто сказала, что ложите на эти края нижнего века. То есть они у вас пришиваются на края нижнего века, но немножечко дальше, чуть дальше. Продолжаем оформление головы. Отрезаем ниточку примерно сантиметров 50, там 55. Вот. Что мы будем сейчас делать? Нам надо сымитировать губы, так как мы сделали целое, как бы у нас мордочка цельная, поэтому нам надо сейчас сымитировать верхнюю и нижнюю губу. Значит, примерно, чтобы вам было понятно, где это все будем делать, мы располагаем, вот у нас нос, начало, располагаем, значит, иголочку, да, не длинная у меня, значит, вот примерно, ну да, где-то так, значит, 1, 2, 3 столбика. Отсчитав, расположились на уровне носа, края носа. С этой стороны удобно, ну, по крайней мере, у меня идет не ровная полоса, а вот немножечко зигзаг, ну, скосилась сюда вниз. И я вот по ней располагаю. Вот. С этой стороны, то есть под уклоном вниз. С этой стороны у меня немножко по-другому, поэтому также отсчитав где-то 3 столбика, но это я вам покажу, дальше я это уберу, чтобы вы поняли, что мы будем делать. Располагаем также уже на глаз под уклоном вниз, намечаем. Можем так приблизительно, повернув к себе лицом, поправить, чтобы примерно с двух сторон у нас получилось одинаковое расположение. Ну вот, в принципе, как-то так. Вот, чтобы вот эти иголочки не мешали, я уберу. Ну, вы поняли, да, как мы располагаем. Расположили с одной стороны, к примеру. Берем, значит, на кончике сделали узелок, вводим между столбиков, чтобы узелочек спрятался. И, значит, вот мы расположились сюда. Как вам правильно объяснить-то? Мы расположили в столбики, между столбиками, вернее, иголочки, да. И вот не снизу, а сверху мы хватаем за столбик, за ножку столбика. Вот так. Тут. Дальше, вот где у нас иголочка, вот где иголочка ввели и вывели вверх, захватив ножку столбика. И так по вот этому ряду мы будем вот так хвататься именно за ножки
столбиков. Ножки это у нас, ну да, ножки. Вот дальше вот где иголочка у нас ввели и вывели сюда. Значит так, сейчас я введу ниточку. Первую выведу сюда. И показываю еще раз, чтобы было более понятно, что мы делаем. Мы просто будем сшивать и чтобы у нас немножко было заметно полосочка делать, создавать. Так, эту иголочку убираю, чтобы не мешала. Вот. Вводим за ножку, пришили, как будто стянули ножку эту. Дальше следующую ножку схватили, пришили. И так мы идем по этой полосе. С этой стороны удобно. Тут получается ровненько, не надо ничего там высматривать. Сразу просто идете по этой полосочке. Вот. Стягиваем. У нас вот такая вот бороздочка получится из ниток. Вот дальше вот выводим, где иголочка, иголку убираем и шьем. Вот это я тоже уберу. Тут понятно просто, что у нас эта полоса. У верблюда верхняя губа немножечко как бы так выпирает, да? У него своеобразная как бы морда. И вот мы вот эту вот мордочку немножко сделаем так же. Выведем ее, получается, ну, чтобы она визуально, как будто верхняя губа у нас торчит. И вот мы по периметру теперь, подойдя сюда, проходимся точно так же за ножки столбиков. Вот у нас середина, где у нас были воздушные петли, начало ряда. И вот нам надо вот эту часть тоже также выделить. Поэтому мы пройдемся по серединке. Тем самым выделив верхнюю губу. Доходим до этой стороны. Вот. Можно вставить. Вот она у нас немножечко будет вот тут вот так вот торчать, как бы верхняя губа. И можете на всякий случай приложить, чтобы примерно понимать, какие столбики вам надо обшивать. Вот. И также начинаете обшивать, идете сюда. Дальше. У них верхняя губа разделена пополам. Поэтому мы выведем иголочку, вот где у нас кончик носа пришит, выводим сюда, тут его ниточку мы зафиксируем, чтобы не стянуть. Работаем с одной ниткой, чтобы нам не пришлось постоянно привязываться, добавлять нитку. Вот, фиксируем. И вот где мы начали здесь стягивать, да, под низ берем. Вот таким вот образом создаем имитацию как бы раздвоенности губы. У нас получится, что вот она вот так вот немножечко разъединится, что ли, я не знаю, как вам объяснить. В общем, соединяем, стягиваем кончик носа и середину губы, вот так скажем.
стянули. Дальше выводим ниточку нашу, теперь сюда ввели. Вот в край, в начало, где мы начинали стягивать. Выводим сюда. Тут подтягиваем. И здесь ее зафиксируем. Теперь нам надо вот немного стянуть мордочку здесь. Поэтому вводим сюда, в эту сторону, где мы соединяли, сшивали. Выводим сюда, с этой стороны, где сшито начало. Подтягиваем немного. Беремся за этот столбик. Его вот вывели здесь. Вводим сверху этого столбика. Выводим следующий столбик. Мы тут подтянули. Я ввела здесь, подтянула. Теперь я вывела в следующий. Естественно, немножко подтягиваю, чтобы оно держало такую форму подтянутой. Подтянули. Следующий столбик вводим между столбиками. Вводим тут между столбиками. Выводим. Подтягиваем. И так мы проделаем до глаз. Каждый столбик мы подтянем, чтобы ровненькая такая бороздочка была подтянутая. Выводим там, где уже была наша ниточка. Беремся за следующий столбик. Таким образом подтянули. Вот. Тут меня немножко расслабило. Сейчас я верну на начало губы, так скажем. И подтяну ее. Немножко ослабла. Вот пусть будет такая, знаете, у них бывает тоже такое, вот как будто они немножечко улыбаются. Создадим такую вот имитацию такой слегка улыбочки, прижатости губы с краю. Вот. Значит, вот эта часть у нас должна быть вмята. Вот у них вот эта часть вмятая такая вот. Вот и все. Теперь нам надо сделать немножечко нижнюю губу. Мы не будем также по периметру это обшивать, мы просто серединку. Значит, выводим. У вас, если образовалась такая вот дырочка, да, вот от этой дырочки ряд пропускаем и посередине выводим иголочку. Вот, теперь обшить надо будет вот этих вот, к примеру, 4 столбика, чтобы они выделились, их мы немножечко выпуклыми сделаем. Можно несколько раз пройтись, чтобы более выделить вот этот ряд, эти столбики. Вот, как-то так можно, чтобы ее было чуть-чуть видно. 3 или 4 столбика там, чтобы, в общем, посерединке, да, вот сколько у вас столбиков в серединке, вот
получается заметных, те столбики и вот так прошейте их, чтобы заметна была эта губа. Вот, ну, в принципе, я думаю, достаточно. Вот такая вот будет вид сбоку, видно будет эта губа. Такой вид спереди, если понятно что-то. Вот как-то так мы с вами сформировали мордочку. Ну, естественно, здесь где-нибудь я присоединю и спрячу. Вот, в принципе, и все. Мы с головой поработали. Чуть-чуть скосилась, но ничего. Все. Теперь мы голову откладываем, приступаем к телу. Все, вроде бы у нас все детальки связаны. Осталось связать тело и собирать игрушку.